лезь в палаточку. Ну, интересно, ты вот в этой тельняшке сидишь, а у тебя, наверное, состояние изменяется, когда ты вот полосатый. Краткое содержание своей жизни. Кратко, ну, да, полоска черная, полоска белая, да, потом, когда ты думал, что это черное, думал, что это белое, а через какое-то время оказалось, что это черное. Вот об этом старая история, да. Ну, да, наверное, меняется. Я так целенаправленно не отслеживал никогда этого. Но сейчас ты спросил, и ну, хочется одеть тельняшку вот, там, ну, в лесу, в походе, в плавании, вот хочется. Но не только потому, что полосатая, а удобная, функциональная одежда. И есть у нее своя история, почему эти полосочки. Ну, раз уж мы, Саша, зашли с этой стороны, одежда наших мыслей, одежда наших слов, наше окружение, которое является одеждой нашего времени, одежда нашей памяти в таком метафорическом представлении, это ведь тоже тельняшка получается. Да, да, вот готов с тобой согласиться, это очень функциональная вещь. То есть она может быть такой, ну, она может быть функциональность, привлекающая внимание, но это функциональная вещь, позволяющая, если мы говорим о наших мыслях, например, да, облечь их во что-то, вот некую одежду. Ну а что этим можно? Ну, текст, например. То есть как сейчас там модно говорить, артикулировать свои мысли. То есть как-то их сложить вообще в звуки буквы для того, чтобы, ну, наверное, донести и до себя, и, что очень важно, до другого. Потому что пока ты их никак не артикулировал, они вот там, ну да, плавают вот в этом пространстве, в едином поле, там по-разному называют, да, но не обретают, не то чтобы не обретают смысла, но вот на Востоке говорят, есть такая формула, непоименованного нет. Да, да. Оно вроде как присутствует в мире, но пока оно не поименовано, пока оно в этом смысле, пока на нее не одета тельняшка, ну, некая одежка, в которой, во-первых, и само явление обретает форму, то есть вот нечто внутреннее обретает некие внешние... Ну, такая первичная реальность. Оболочки. Так можно сказать, да, мы ее иногда называем метаматерией. Да? Вот есть, скажем так, материя, ну, подразумевается вот это, вот уже, которую можно потрогать. В чертежах кресла уже есть, а здесь вот, его еще нет. Да, но вот это очень важный момент. То есть кресла еще нет, материи еще нет. Но чертеж – это уже не идея, которая летает в воздухе. Это уже материальный продукт. Именно продукт, его уже можно, ну, продать, то есть его можно передать другому. И он уже имеет ценность. Ну, ценность в широком смысле, не просто стоимость на рынке, а ценность как некую значимость для другого. Потому что пока, скажем, кресло присутствует в этом мире на уровне некой вот такой очень абстрактной идеи, не облеченной даже еще в слова, оно, вот его и нет. Оно есть, но его нет. Что нам стоит дом построить, нарисуем и живем. Дорогой, рисуй хорошо, правильно, да, грамотно. Да. Чем в этом плане, чем тщательнее ты его нарисуешь, не обязательно с первого раза. И как правило, вот этот процесс, вот то, что классик называл тщательнее, вот тщательнее, не знаю, это может быть там версий, ну, бесконечное количество, и в этом смысле нет предела совершенства. Но это не значит, что не нужно к нему продвигаться. Но возвращаясь к тому началу, с которого мы стартовали в разговоре, с этих метафор, это вот та самая одежда, которая определяет вообще всю суть, весь путь. Это одежда мечты, одежда твоего труда, одежда, по которой тебя узнают твои друзья. И это тоже, и это очень важный момент. Причем он, наверное,
Ну, мне сложно судить, я тут не берусь судить, что там 100 лет это было менее важно, а сегодня это более важно. И 100 лет назад это было, наверное, не менее важно, но сегодня это имеет, наверное, такую нагрузку, как, ну, то есть при том, что скорости растут, в целом скорости жизни, скорости мысли, скорости коммуникации, вот эта форма, в которую мы заливаем содержание, она приобретает все большую и большую значимость и для себя самого, с той точки зрения, чтобы успеть в течение того отрезка, который нам отведен, в этом виде, в этом мире, вот в этом пространстве, успеть максимально раскрыть свое содержание, вот того, с чем ты пришел, мы называем это мечтой, и залить его в форму вот этого мира материального с тем, чтобы... А что такое заливка в форму? Это как раз возможность передать другим. Самому, вообще-то понять, о чем идет речь. Знакомая же такая истина, что хочешь кого-то чему-то научить, начни это преподавать. А что это за? А это вот как раз начни облекать в формы, причем это тоже бесконечный процесс поиска вот этого некого совершенства, поиска такой формы, в которой содержание, которое вот ты стремишься передать, будет максимально удобно принять, получить. Потому что это же тоже вопрос далеко не последний, а иногда становится вообще и первым. У меня много чего есть. Опять же, как говорил классик, достал 6 рулонов туалетной бумаги, готовьте людей. Там вымя у коровы, вот оно полное, и нужно, это потребность отдать. Но просто так, просто на землю вылить. Внимание, требуется передающая среда. Абсолютно точно. Это еще один очень важный момент. Потому что это можно назвать средой, контекстом, то есть любое вот это явление, опять же, любая форма, она вне контекста, собственно, как и содержание. Вне определенного контекста может существенно утратить свои смыслы, утратить свои ценности, в том числе вот с точки зрения передачи. Да? Вот сейчас я сижу здесь, понятно, у нас такая среда как раз вот в этом пространстве, да, она уже надышанная. Недели Иж, да, она надышанная, и она как бы специально созданная, это нечто вроде, называется это неделя Иж, да, там неделя практики там, и там, психологии на каждый день. Но это можно сравнить с фестивалем, здесь есть и элементы фестиваля, элементы карнавала, элементы маскарада, то есть специально созданной среды вот для такого перетекания друг в друга, перетекания идей, перетекания форм. И в этой среде, например, вот такие условно-маскарадные костюмы, потому что во многом маскарадный костюм. Да? У нас очень много одежд, много портных, много фасонов, ищем короля. Да, такой тоже интересный, очень, даже не подход, это такой интересный ход. И можно это расценивать как метафору, и нормально совершенно, такой как бы метафорический король, и в этом смысле, скажем, любой ведущий, у нас там порядка 20, там, вот за эту неделю 25 ведущих, причем очень высокого уровня, из разных городов России, там, увенчанных, что называется, там, и профессорскими званиями, докторскими степенями, и известными там, бизнес-тренерами и так далее. И вот каждый становится королем, выходя на сцену и там, проводя некое свое внутри вот этого общего события, внутри этой общей среды под названием «Неделя Иж», да, проводя
свое событие там, в виде мастерской мастер-класса, да, своей вот этой, то есть среда, внутри среды, внутри среды, внутри среды, такая матрешка. Но в этом процессе и каждый участник становится королем, выходя на сцену вот этого события. Собственно, смысл вот всего этого пространства в том, чтобы каждый участник события, неважно, ведущий он или так сказать, ведомый, я сейчас в кавычки беру эти термины и сейчас их как раз немножко расшифрую, у нас завтра на эту тему будет просто мастерская ведение следования. Вот чтобы каждый стал таким королем, пусть на короткое время там, или кто-то на более длительное, вот получил возможность выйти на сцену, организованную в пространстве, и а кругом много реквизита, много одежд, да, избыток. Да, изобилие, я бы не сказал избыток, изобилие. Вот изобилие форм, из которых ты можешь выбирать, это одна, скажем, стратегия, одна линия, и для кого-то она очень важна. Ну, для многих важна, когда есть из чего выбрать, с одной стороны, да, с другой стороны, вот эта борьба мотивов и проблема выбора из изобилия. Это же отдельная такая тема байдану. А с другой стороны, для кого-то, ну, кто уже, так сказать, чуть более там, внутренне тренирован вот, в вопросах оформления своего содержания в формы, да, такое изобилие может стать неким примером, и он прямо на ходу, ну, обладая определенным навыком, определенными практическими, просто тренированными такими навыками, на ходу формирует новые формы. И тут же в них заливает свое содержание, и тут же эти формы, это содержание передает другим. И вот это изобилие одежд, изобилие форм, оно прирастает просто на глазах. И участники там, события, вот, такой там, мастерской, они выходят просто, то есть обогащенными еще не только содержаниями, вот, перелитыми друг в друга, да, но и формами, в которые эти содержания облеченные. И тут такой, ну, такой бинарный эффект наступает. То есть, это очень сложно на пальцах вот так в диалоге объяснять. Вот, но когда люди даже не очень знакомые там, с терминологией, там, вот всяких таких тренинговых работ ну, и в широком смысле практик по работе с сознанием, я бы так их назвал, не обязательно там терапия. Есть хорошее слово – состояние. Да, отлично, состояние. Вот человек, попадая в такое пространство, даже в ситуации изначального такого внутреннего намерения побыть наблюдателем. Ну, так очень часто бывает. Там, да, есть люди продвинутые, которые давно в подобных событиях, они сразу там бросают, там, кто вот сейчас там, кто заявит, я и вперед. А для людей, у которых отсутствует, ну, просто практика, опыт, подобное, это все поначалу кажется абсолютно, ну, если не диким, то сильно подозрительным, то есть очень выходящим за рамки вот той обыденности и, ну, вообще того опыта предыдущего некого обучения там, в детском саду, в школе, в институте, на работе. И первые реакции могут быть такие вот так, ну, я тут за кругом, я тут с краешку, я посмотрю. Но если внутри уже присутствует вот эта потребность, она поддавливает изнутри, даже не столько что-то получить, сколько чем-то поделиться, и при этом она может быть совершенно неосознаваема, она может восприниматься вот, что я хочу получить, а на самом деле это уже вот просится, твое собственное содержание, ну, да, твоя... на язык, на душу. Да, и главное к другому. Потому что, ну, без другого оно смысла, ну, вообще никакого не имеет. Ну, то есть я его никак не проверю, да, не отзеркалю. И в сегодняшнем мире, который на человечность испытывает такой дефицит, эта потребность становится ведущей. Да.
Либо у тебя есть что дать, ты же в дар получил эту жизнь. Так Да. даром и живи в разных Да, пониманиях. да, да. А чтобы даром жить, ты должен быть избыточным человеком. Из тебя должно хлестать. А чтобы хлестать, тебе потребуется соответствующая избыточная среда. И посуда. И посуда. Условно. И некие и сосуды, да, и гардероб, некие да? формы. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Если проводить, ну мы сейчас говорим вроде как в таком немножко, я не скажу там мистическом ключе, ну вроде метафорическом, какие-то непонятные там недели интенсивной жизни, и ну может быть, да, для такого социального истеблишмента это может даже немножко напрягающим моментом быть. Приведу пример из ну, всем известной, ну хотя бы в общих чертах, научной среды, научной практики. Ну, вот, мировой науки. Наука не может развиваться сама в себе, сама по себе. То есть обязательно нужна среда, где ученые, неважно в какой области они работают, они собираются и как бы, вот это содержание, упаковывая в формы, и формы именно такие, которые они то есть, могут передать друг другу, то есть там свой язык, своя терминология, и собираются в специально организованные пространства, там конгресса, конференции какого-то, да, и тогда происходит вот эта движуха дальнейшая. А сегодня, тем более, вот, ну, в глобальном, уже таком глобальном мире, но только ленивый не говорит, что наука это такое глобальное явление, то есть не знающее границ, абсолютно. То есть для какого-то развития, продвижения абсолютно необходима вот эта полная открытость и очень быстрый обмен информацией. В том числе эмоциональный. В том числе эмоциональный. В том числе вот живого общения. Потому что одного, например, одних текстов, одних публикаций в научных изданиях недостаточно для того, чтобы вот это переливание происходило. Я хотел бы внести ремарку по поводу нашей беседы. Языком точной науки, холодной науки, точного научного расчета не объяснишь высших целей. Мы обязательно перейдем на язык метафор, поэзии, музыки, может быть даже божественного молчания. Да, и это да. И пока ты вот сейчас сформулировал такую очень важную, принципиально важную мысль, и я вспомнил, ну, цитату, ее приписывают Эйнштейну, который говорил, что воображение гораздо важнее знания, а воображение может только на уровне метафор быть, потому что вообразить то, чего никогда не было, мы в свое время специально этот неологизм ввели такой в одно слово, то, чего никогда не было, без промежутков. Вообразить, ну и сразу такая отсылка, да, к сказкам русским, там, пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Вот формулой это невозможно представить, то есть это можно только метафорой сначала представить, и потом уже заливать в некую, то есть подбирать уже некий имеющийся язык, то есть имеющиеся какие-то знаковые системы, которые по сути являются формой, одеждой вот для идей и мыслей. Одежду для будущего короля. Да. А потом ее создавать уже новые формы, точнее, которых еще нет. Скорее, под ту метафору, которую по ты сути, как-то создавать придумал. себя, а в одиночку не сделаешь. И таким образом создавать себя. И создавать себя, и развивать себя. То есть буквально как текст. Вот мы прошедшей ночью у нас был ночной марафон, да, такое мифотворчество. Только вот сейчас немножечко, так сказать, пришли в себя всю ночь. Вот создавали мифы, то есть такие тексты, метафорические тексты, в которых человек проявляет свою глубинную суть. А если вспоминать определение, одно из определений Василия Васильевича Налимова, он так буквально и говорит: человек есть текст. Текст саморазвивающийся, я сейчас, может быть, не дословно, но смысл такой: саморазвивающийся, самораспаковывающийся,
способный к агрегации с другими подобными текстами. Вот к этой связи. А Василий Васильевич Налимов был математик, физик, философ, то есть и при этом поэт. Ну, поэт в широком смысле слова. То есть он легко ходил из пространства лирики в пространство физики, да, и обратно. То есть у него, в нем и в его работах не было вот этого конфликта, ну, может быть, в кавычках конфликта, по крайней мере, он на уровне такого общественного дискурса, такую важную, такую красивую штуку сказал, да, ну, на протяжении там всего 20-го, может быть, даже с конца 19 века, да, вот конфликт между физиками и лириками, ну, условно говоря, между неким рацио и между неким иррацио, да, рациональным и иррациональным. Нет никакого конфликта, если есть среда, в которой возможен вот этот обмен, вот это взаимное перетекание и идей, содержания себя самого человеческого общения, и когда в этой среде присутствуют специалисты из разных областей, вот это тоже очень важный момент, если возвращаясь к развитию науки, тоже этот тренд, он уже описан не первый год, и он таким является, ну, общепризнанным, что все новые прорывные идеи, технологии, научные направления, ну, в конце 20-го, там, во второй половине 20-го, сейчас в начале 21 века, формируются, проявляются на стыках наук. Там биология, физика, условно говоря, там лингвистика, там, не знаю, генетика. То есть, когда буквально мы говорим, мы расшифровали геном, да, что это значит? Буквально мы, так сказать, появили, а это уже связь там в биологии, кибернетике, ну и так далее. Это принципиальная вещь. А как это обеспечить? А только средой, только созданием вот таких специальных сред. Хотелось бы знать, что еще проговорить, что объединяет жизнь, эволюцию жизни и эволюцию моды, эволюцию науки. Чудо неокончательности. Ну вот это да, без, как сказать, как оно говорится-то, да, что совершенство недостижимо. И слава Богу, да? И слава Богу, да, и слава Богу. То есть всегда может быть следующая версия продукта. Да, ну, когда ты достиг цели какой-то, которую себе ставил, и удовлетворился этим, ты оказался в танке, а люк заварил изнутри. Ну и все, и пропало паровое отопление. Ну, да, это буквально так. И, ну, опять же, всем знакомое слово «мечта», да, и понятие. Вот слово всем знакомо, а вот что каждый в это вкладывает, там... То есть мечта и цель это далеко не одно и то же. Оно далеко не одно и то же, но это и близкие вещи. А в чем разница? Принципиально, да, вот, например, в славянских практиках, там, в древнеславянских, еще дохристианских практиках, мечта, она определяется как цель. То есть там есть как раз параллель, но цель такая очень специфическая. Вот, говорят так, что мечта – это цель, которая представляется абсолютно недостижимой вот в настоящий момент времени. Вот такая формулировка. То есть это цель, но цель такая, ну, совершенно, что называется, я даже близко не представляю, как я до этой цели могу добраться и как я туда могу попасть. И с этой точки это очень близкие понятия. Но с другой стороны, вот, ну, опять же, в нашей школе там, достижения мечты, как мы это рассматриваем, то есть мечта, опять же, такое есть, ну, стереотипное устоявшееся мнение, что мечта это где-то там. Ну, там, на горизонте или за горизонтом, вот такая тоже интересная формулировка, а горизонт это линия, которая в принципе недостижима, да, по мере продвижения. И это так. И еще дополнение, ты можешь расти на месте, даже не двигаясь, горизонт будет уходить. Совершенно точно. Она будет отодвигаться. Ты не сможешь заглянуть за горизонт, даже поднимаясь над собой. Да, ну, по крайней мере, на этой планете. Да. Вот. Можно сочетать эти в том мире, в котором можно расти во время движения, как описано, да? Да, но при этом, вот здесь очень интересный момент. С одной стороны, да, мечта там, вот за горизонт, на горизонте, ну, пусть на горизонте,
и она в этом смысле недостижима, но при этом мечта находится в каждом моменте времени в настоящем. И мы можем шить для нее модные одежды. Не просто можем, а с нашей точки зрения это вообще единственное, для чего мы приходим сюда, в этот мир. И вот здесь, на мой взгляд, существует одна, может быть, из самых серьезных подмен нашего времени, там, не знаю, я не знаю, как там 19 век, 20 век, там, конец 20 века, что я застал, да, такая подмена глобальная, тотальная, да, что мечта это где-то вот только там. И это вот это бесконечное стремление, как в Советском Союзе, помните, говорили, да, что там коммунизм на горизонте, вот мы наедимся, когда дойдем до коммунизма, коммунизм на горизонте, значит, соответственно, горизонт это линия недостижимая. И вот это такая подмена о неком светлом будущем, когда сейчас здесь надо, так сказать, там из последних сил напрячься, и там все силы, и вот там-то мы, наконец, в некий светлый мир попадем. Это подмена абсолютная. Ты произнес очень важное наблюдение, важную формулу. Инструмент подмены, он огромен и очень эффективен. Да. Мечта не может жить где-то. Это ты сам. Абсолютно, всегда живет абсолютно в точно. Она и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И вот это принципиальный момент, как только эту вещь человек начинает осознавать, иногда не с первого раза, тут и примеры, но всегда обратившись к своему собственному опыту, начиная с детства, можно проследить то, как мечта проявляется. В детстве она всегда проявляется очень ярко, очень сильно. Потом там ребеночек начинает социализироваться, да, такой еще термин всем уже знакомый, и постепенно, а социум он вообще-то в мечтах, поскольку мечта это всегда то, чего никогда не было, вот именно так в одно слово, то есть это всегда некая инновация, используя опять же современную такую модную терминологию, то социум в широком смысле, то есть вот эта некая устоявшаяся система, такой устоявшийся порядок вещей, он в этом абсолютно не заинтересован. Униформа. Да, можно сказать, униформа. Она абсолютно не заинтересована в инновациях. Ей важно сохранять статус-кво свой. И поэтому мечта и вот этот подход к мечте, как к чему-то, к чему я хочу двигаться и чего вообще никто до меня никогда не делал, там, не производил, она, в общем, не находит отзывов, так сказать, в широком социальном контексте. И в этом смысле мечте приходится пробиваться. И тут еще одна очень важная подмена происходит. Вот некоторое время назад, там несколько лет назад, был довольно популярен такой слоган, генеральный слоган одной из крупных транснациональных корпораций, звучал он так, все вы его точно так или иначе слышали: возьми от жизни все. Известная такая формула. Так вот это не про мечту. Но это еще одна очень мощная подмена, когда мечта равно получить, иметь, рефлекс. Обладать, владеть. И похоронить себя под этим. В этом смысле, так сказать, похоронить себя в майбахе, облицованном бриллиантами. Да? Вот это не про мечту. Мечта всегда созидательна. То есть мечта это всегда то, что я хочу создать. Вот мы в начало сейчас возвращаемся. Это всегда о том содержании, которое во мне есть, и которое я, так сказать, творчески переосмысляю в процессе жизни, такой штамп использую, но лучше не скажешь, и заливаю в формы, которые могу передать в мир. И в этом смысле оставить после себя. Вот человек это, с одной стороны, животное, животное в смысле биологический вид, примат там, и так далее, но это единственное животное, которое после себя, кроме следов, буквально следов, да, там на песке, оставляет продукты, то есть созданные, их называют артефакты, можно назвать, которые оставляет в мир и обогащает, и развивает. Мечту. Да, можно так сказать, овеществленная мечта. И вот эти вот две таких тотальных подмены, одна
то, что мечта это там, на горизонте. И Это вторая, вранье. это вранье абсолютное. Мечта всегда здесь, настоящем. И одно другое не исключает. Более того, одно другое очень сильно дополняет. То есть мы это так и называем измерение мечты. В каждый момент времени у него свое измерение. Если вот сегодня у меня вот здесь буквально перед входом в это здание, где мы работаем, стоит одно из материализованных воплощений моей вот глобальной мечты, она большая, она многоплановая, и любая мечта должна уметь ходить по земле ногами, как один мой хороший друг сказал в свое время, и в этом смысле заливаться в материальную форму. Так вот, одна из форм моей мечты, вот она стоит здесь прямо перед зданием, такой парусный катамаран туристический, называется он Терра Либера, но это не значит, что это, так сказать, финальная стадия, это мечта на сегодня. Например, то есть я уже представляю, то есть и в воображении, и в чертежах, и даже в опытных образцах, что из себя будет представлять эта мечта, скажем, через 3-4 года. Но я абсолютно не представляю, вот опять мы возвращаемся, да, цель, которая представляется абсолютно недостижимой. Я не представляю пока, что это будет через 40 лет. Это конкретный очень срок, то есть он так сказать, там, технологически определен в свое время. Но я представляю это на уровне метафоры. Вот сейчас мы возвращаемся. Сначала метафора, потом все остальное. Ну, опять же, вот в той технологии проявления мифа, да, то есть воплощение в метафору там, себя самого и своих вот таких жизненных целей, жизненных путей. Очень похоже на действие садовода. Семечко еще даже не посажено, а нити он уже натягивает. Верно. Верно. Но там даже в этом смысле садоводу даже наверное, попроще. Хотя, да, можно назвать это нитями. Верно, Лев. Мы иногда такую, знаешь, метафору приводим. Ну как, тоже не метафору, это заброшенный вперед там канат, там с крюком, с кошкой, да, вот туда. Там он где-то зацепился, там, за скалой, ты даже не видишь, где что, вроде держит. И вот ты по нему, ты не знаешь, чего там, да, мы можем видеть угол, но не можем, горизонт. Можно, риск есть, да. Но это же, как сказать... это и есть жизнь. И это и есть жизнь, и это и есть вот та самая счастливая, наполненная жизнь, о которой вот Александр Лазаревич Катков говорил, да, долгая, счастливая жизнь, да, что значит, наполненная. Это не значит, что она такая вся прямо... так сказать, кисельные реки, молочные берега. Нифига подобного. И когда, например, в своих лекциях вот Катков приводил как метафору пример там, плавания под парусом в океане, он ее приводил как метафору. А для меня, например, для моих друзей, это абсолютно не, это реальность. То есть, если мы идем под парусом, там, даже не в море, пусть там, не знаю, на Балхаш, на Байкал, мы, в общем, понимаем, что не будет вот гламурно все. И мы в этом году, например, мы дважды пересекли, 10 дней были на Байкале, дважды его пересекли, в широкой части, с берега на берег. И если туда мы шли, это был такой солнечный день, легкий попутный ветерок, и вот такая погода, которую любят как раз на рекламных всяких изображать буклетах, где там яхтинг такой, там вот такой легкий ветерок, яхта так идет, там такие девочки в бикини там с бокалами на палубе, да, вот, это такое бывает, но это вообще-то редкость, вот. Но туда мы шли вот именно так, да, а вот через 2 дня, когда возвращались обратно, мы шли уже такая, команда у меня была такая не очень опытная, и, в общем, мне было весело, то есть я кайфовал, потому что это была хорошая парусная ветреная, это был не шторм, это не был шквал, хорошая парусная ветреная погода, когда лодка там на встречном курсе дает такую скорость по волнам, там брызги, все. Но с непривычки так, команда сидела молча часов 6, вообще не шевелясь, потому что, страшно. Когда ты не очень это знаешь, не очень понимаешь, страшно. Так вот, возвращаясь к мечте как к метафоре, да, вот это образ будущего и цель, которая
представляется недостижимой. Вот в одном из проектных мифов, который я несколько лет назад прописал, собственно, вот, например, название Terra Libera, это мифологическое, то есть оно технологически проявлено было больше 10 лет назад, и в 2002 году оно было проявлено как название, и как образ, как метафора. Вот. Там не было еще прямо вот именно такого корабля, но был уже парус, было уже некое движение по пространствам водным большим. А в 2008 году я вот версию 2 проявил, тоже terralibera.2, и вот тот текст, который 2007 года, да, 2007, по-моему, получается, там на следующие 40 лет, я его так обозначил, программа на следующие 40 лет. Что там с нами будет через 40 лет, сейчас вообразить. Вот тот текст заканчивается словами. То есть начинается он, я его сейчас на память не помню, но начинается он со слов «попутный свежий ветер в паруса». И на тот момент это еще не было воплощенной реальностью. Лодка появилась только, мы в 2012 году впервые вышли. Но в 2007 уже вот эта строчка уже была. «Попутный свежий ветер в паруса, сокровища ждут». Ну, неважно. А завершается этот текст словами «выходим за пределы планеты». И я когда он... Межпланетный шахматный Я турнир. не знаю, понимаешь, Лев, я не знаю, потому что этот текст, подобные тексты, они рождаются не из головы, они рождаются изнутри. Я когда это, ну, так сказать, мой рот, мой язык это проговорил, я помню это ощущение. Мне стало страшно. Я думаю, что? Чего? Я так... А ты знаешь, ты наверное, прав, потому что пошить одежду философскую, поэтическую, это, несомненно, выйти за пределы планеты. Да. Ну да, если представлять планету как метафору, скажем так, обжитой кормовой территории, хорошо знакомая. Масштаб твоего мировоззрения равно масштаб твоих амбиций. Верно. Мечта, которую, ну, вот та самая морковка, за которой никогда не добежишь, но ведь ты бежишь. Вот, абсолютно точно. Она отодвигается с точки зрения горизонта, да, она становится, но она все время, она становится действительно больше, 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 но ты же проходишь этот путь, и вот здесь уже мы возвращаемся к целям, да, и вот эти вешки на этом пути, эти цели. Но мечта в этом смысле мечта недостижима с точки зрения того горизонта, но она достижима в том смысле, что ты живешь в ней каждый день, здесь и сейчас. Она есть. Она есть, я есть. То есть мы так это и называем, жизнь в мечте. Вот наши вот эти семинары, экспедиции, такие форматы, когда мы там, ну, весь сезон там шарошим, ну, вот сейчас под парусом, мы их так и называем, семинар, экспедиция, жизнь в мечте. И там минимум технических заданий с точки зрения, ну, как в семинаре принято, там первое, второе, третье. Нет, там все достаточно просто с точки зрения ТЗ. Самое главное ТЗ, вот наша команда, там 7, там, от 5 до 8 человек, прожить вот эти 7-10 дней в мечте, каждый день в своей мечте. Вот такое простенькое задание. Хоп, но оно за собой влечет сразу, так, в мечте, ну, значит, ее надо хотя бы в каких-то самых общих чертах, ну, хоть как-то там, в метафоре, в чем угодно, как-то описать каким-то, да? Одеть. Во что-то, да, в какую-то одежку одеть, совершенно точно. И там, ну, несколько очень простых ограничений. То есть мы ограничены, понятно, сроками, например, выход такого-то, возвращение такого-то, да. Там мы ограничены каким-то пространством, ну, условно говоря, Байкал там, да, или там озеро Телецкое. Мы ограничены точкой входа, точкой выхода, ну, там, здесь мы лодку собрали, базовый лагерь, ушли, сюда мы должны вернуться. Ну и, собственно, все. А остальное в наших руках. Хотим идти, день идем, ночь на берегу, да ради Бога. Хотим автономно пройти, да ради Бога. И вот здесь уже такое вот пространство для понимания, обретения и одевания мечты в одежду. И каждый день она все, так сказать, вот одевается, становится более оформленной. Мы такие интересные эффекты по сути, это чудо. достигаем. Да.
И это буквально чудо, когда, ну, например, то, что Карл Густав Юнг называл синхронистичностями, да, когда мир начинает тебе подыгрывать буквально. И вот эти события, которые у тебя происходят на палубе, там 3 на 3, условно говоря, они начинают отражаться в мире, причем в мире, ну, все-таки в мире дикой природы. Мы в этом смысле выходим из цивилизованного контекста, ну, в такую в условно дикую природу. И это фантастические совершенно вещи. А, скажем, абсолютно как чудо воспринимается вот эффекты, когда мы, ну, скажем, на второй-третий день уже так попритерлись, мы начинаем понимать, каждый начинает понимать, в чьей мечте сейчас мы находимся, из участников. Это совершенно фантастическое. И, например, вот мы там по Телецкому идем, вроде такая погодка, ветерок дует, но все равно озеро горное, быстро все меняется. Я понимаю, что сейчас мои слова могут восприниматься как абсолютный такой, да, как галлюцинация. Пусть это будет галлюцинация, но это так. Вот это реально. И тут, значит, такая, видно, там ползет, такая с горы стекает, такая свинцовая туча. И, в общем, понятно, что сейчас прилетит шквал. Ну, потому что вот там эта труба, ущелье, я, ну, деваться не, в общем, надо готовиться, там сбрасываем паруса, шквал проходит, значит, все живы-здоровы, и потом, значит, вся команда оборачивается там к Диме, который такой экстремал, говорим, ну, что, Дима, это твоя мечта была? Он говорит, ага. Ну, потому что вот очевидно, да, или там все, весь день льет дождь, значит, к вечеру как-то немножко прекратился, ощутилось, такой, так, в чьей мечте мы сегодня были? Саш, давай, я буду вести к закруглению. Давай. И разговор хочу перевести снова в русло образного языка, к тому, с чего начали, а вообще любой разговор, он все время возвращается к своему началу и видит в нем продолжение пути. Все время меняется качественность. Я опять пристану к твоей тельняшке. Давай. Каждый человек плывет внутри себя самого. Он океан, и чем больше он знает, чем больше он становится, тем больше становится его внутренняя планета, внутренние океаны, внутренние материки, внутренние возможности. И он там сам себе и корабль, сам себе и матрос, сам себе капитан, сам себе кок и так далее. Да. Кто ты там внутри? Где ты? Ты добрался уже до капитана? Может быть, ты уже самого Господа в тельняшку нарядил? Я так не ставил вопрос, но ты знаешь, Лев, наверное, так правомочно говорить. Ну, может быть, не на камеру, может быть, там где-то, как, знаешь, как управлять миром, не привлекая внимания санитаров, да, и психиатров. Так, пособие такое. Вот, поэтому, может быть, это на камеру не стоит говорить, но в каком-то плане да. А более того, я некоторое время назад начал облекать вот эти свои мечты, ну, в такие метафорические художественные тексты, чтобы как-то было сподручнее туда вообще заглядывать. И там в этих текстах есть образ такой, герой, зовут его капитан Алекс Гриф, то есть это уже такой вот персонаж, и этот капитан Алекс Гриф прибыл там с определенной миссией на эту планету, и он пишет отчеты, значит, регулярные другому персонажу, который непонятно как выглядит, но у него есть поименование, да, это куратор 8-го сектора, например. И вот у них там часть этой истории, она проходит такая, как отчеты капитана Алекса Грифа, значит, вот этому своему куратору 8-го сектора, о его, собственно, вот этих продвижениях по планете и о выполнении некого задания, и, так сказать, рецензии вот этого куратора, так сказать, в некую высшую инстанцию, которая вообще никак не поименована, рецензии, так сказать, в виде того, что он вообще думает о деятельности этого вот Грифа на планете, вообще как он, ну, такой отчет в отчете. Вот, с этой точки зрения, ну да, я ее поэтому пока не публикую, чтобы не привлекать внимание санитаров. Да? Пока мы с тобой беседовали,
у меня возникло ощущение присутствия на палубе, легкого такого покачивания, и мы сидели и шили новые паруса. О! Тот, кто с нами присутствовал, надеюсь, его не укачало. Да, хотя ты знаешь, когда его укачивает, мало никому не бывает. Вот это я точно тебе могу сказать. Жмем на кнопку. Давай, жмем на кнопку.